Me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. I'm having a good time. I'm shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Ну, это золотая середина. Это золотая середина. У нас в группе 2 эстрадных певца и 2 академических. Вместе мы создали такой мост между эстрадой и классикой. У нас не четко, да, там 2 классических и 2 эстрадных. У нас, допустим, Асан у нас классический певец с образованием, который прошел все этапы становления как академического певца. Жанибек чисто эстрадный певец, закончил эстрадное отделение. Мирхан – дирижер. Поэтому Мирхан у нас как бы универсал. Я не могу себя назвать суперклассическим, эстрадным тоже не могу себя назвать. Видите, как бы застрял посередине. Ну, не, когда мы вместе, у нас все четко по шаблону. Ну, вот смотря какие песни мы поем, конечно. В большинстве случаев. Не всегда. Но если необходимо, мы это можем. И мы это делаем. Моя работа заключается в том, чтобы распределить, допустим, в какой-либо композиции по нескольким голосам. Где-то унисон, где-то на 2 голоса, где-то на 3, на 4. В основном, да, вот эта вся работа по голосам лежит на мне. Ну, это да, это приходит со временем тоже. Это работа с ансамблем, потому что нам уже сколько, 10 лет, как мы вместе поем. И за эти 10 лет человек все равно привыкает. Это как, то же самое, как семья, допустим. Молодожены только поженились, они еще притираются друг к другу, там, а через 10 лет или через 5-6 они уже более-менее как бы понимают, ощущают друг друга. Типа такого тоже. Я. Это не первый мой коллектив. И вообще моя специальность подразумевает работу с коллективом, с большим причем. Кстати, ни разу не праздновали. Я помню, что это была весна. Наверное, все-таки ансамбль, ансамблевые пения выстроенные. И потом мы стараемся петь с хорошим произношением какого-либо языка. Само понимание стиля того произведения, которое мы сейчас исполняем, и переложение его на свой лад. Я думаю, наверное, какая-то искра, какая-то магия в этом. Магия в том, что нам повезло с друг другом. Мы сошлись характерами, самое главное, голосами. Потому что я видел много коллективов, слушал много коллективов. Как звукорежиссер слушал, не как певец. Просто когда слушаешь готовые записи и понимаешь, что вот они записывались где-то в хорошей студии. Наверняка их сводили очень тщательно. Но не получается, не звучит. Вроде бы песня хорошая, 4 мощных голоса, но она испорчена. Все, то есть вот голоса не смешиваются. И я не мог этому найти объяснение. Я не могу это объяснить. Мы вот начинаем четвером петь, и наши голоса просто вот складываются в один какой-то... Это невозможно объяснить. Это даже вот, помнишь, Аслан, вот этот интересный факт? После исполнения композиции Муслима Магомаева «Синяя вечность», там такие овации после него всегда. Вот где бы мы ее не исполняли, на мероприятиях, на концертах, на съемках, везде аплодируют, везде говорят «браво». И мы сами тоже не понимаем, почему. Почему именно эта песня? У нас же столько песен, почему именно эта песня вызывает какие-то вот бурные овации? Наверное, вот в этой песне как раз-таки вот это вот, как вы сейчас сказали, магия Меццо, она
аранжировка готова, я слушаю ее, прослушиваю, говорю, что вот спойте основную мелодию, я просто послушаю. Послушав, я понимаю, где каких звуков не хватает в гармонии, и вот я затрагиваю только их, чтобы слишком сильно не нагружать уже готовую аранжировку своими голосами, чтобы это было красиво, чтобы это было аккуратно, самое главное, и не слишком много. Потому что когда слишком много голосов постоянно от начала до конца, это тоже человек устает. Надо все равно дать солисту проявить себя. Кто-то должен мягко вступить, кто-то должен жестко вступить. По крайней мере, я стараюсь, чтобы это было вот на таком уровне. Непосредственно касаюсь этой работы по звуку. Все время слушаю, там анализирую наши записи групп конкурентов. Ну, Алмата у нас маленькая, мы все друг друга знаем. Люди, ребята из других групп, тоже наши друзья. У всех неплохие голоса. Тоже давно выступают вместе. Но ансамбля как не было, так и нет. И даже если дать нам одно и то же техническое задание, вот мы споем, и они споют, и попробовать это свести на компьютере, там ни одна техника не поможет. То есть это сделать так, как должно быть. В первую очередь, да, группа должна звучать как надо, а потом это уже дело техники дальше. И Вот то минимальный такой. у нас был пример, когда Мирхан уходил с группы. Мы на его замену искали очень долго человека, разных людей приглашали, из других городов. Голос хороший, все, начинаем что-то вместе петь, как будто бы вот он один торчит или не торчит, вот не получается, и все. В итоге Мирхану пришлось вернуться к нам. Коллективно решаем, что вот где-то надо оставить больше соло, а вот да, давайте здесь вот как раз-таки даванем прям всей мощью. Четырехголосие. Да, такое бывает. Ты просто открываешь текст песни и уже просто, знаете, видишь, кто где должен петь. Да, да. И я же говорю, это называется ансамбль. Например, всегда начинает Жанибек, по-любому продолжает Мейер или джаз. Только не я, после Жаника. Если припев слишком высокий, это джаз. Если там есть бридж, значит это Мейер. Я обычно пою только второй куплет. Главное, чтобы Жаник не стоял рядом с Асаном. Или Асан рядом с Жаником. Почему? Ну, потому что вы совсем разные. То есть ты вступишь очень мягко, нежно, а Асан в галошах будет топтать. Мы все решаем, что будем петь, например. А обычно предлагает продюсер у нас. А решаем мы все вместе. Те магомаевские песни – это мои любимые. Да, мы решаем все вместе всегда. На самом деле все решают. Мне, например, нравится еще, когда Жаник поет эстрадные песни. Мы все четвером, у нас и голоса разные, и стили в музыке нам очень разные нравятся, у всех вкус разный. Допустим, если я буду про себя говорить, то я не могу сказать, что вот я определенно люблю вот этот жанр. Все, я на нем застрял там или еще что-то. Мне нравятся все стили. Я слушаю с каждого стиля понемножку. Всегда. В репертуаре Меццо мне больше нравятся народные песни, где есть возможность поимпровизировать, потому что, мне кажется, импровизация в музыке – это все-таки вот та точка свободы, к которой все музыканты должны стремиться. Ну, на самом деле, ответ простой. Конкурсов для групп очень мало. Куда может поехать группа солистов. Для солистов полно конкурсов. Тот же X-Factor, на X-Factor United Kingdom 2 раза пробовались. В перспективе сейчас конкурсов почти никаких нигде нет. Но вот новая волна, и то как бы мы еще посмотрим, что там будет впереди. Поэтому как бы мы стучим по дереву и, ну, как бы надеемся, что все будет нормально, и он тоже не отменится. А почему нам это важно? В нашем жанре прославиться там за счет каких-то песен это практически невозможно, потому что жанр очень нишевый,
на любителя, скажем так. Мы не можем там выпустить какую-то песню и утром проснуться звездами. Ну, это так не работает у нас, тем более в Казахстане. Поэтому нам нужно штурмовать конкурсы, показывать себя людям, потому что мы уверены, что наша публика, наша аудитория, она нас полюбит. Ей только нужно нас услышать. Вот если брать с Казахстана именно Димаша, да? Димаш в Казахстане до I'm a Singer, он был, знаете, не особо известен. Он был на виду, но его прям так не воспринимали как звезду. Его Он принимали как участвовал на I'm должное. Singer, да. Он участвовал на I'm Singer, он там показал себя. Ну, по сути, это конкурс. И вот я считаю, за счет этого конкурса и он и имя себе заработал, и на него уже все его посмотрели, как бы. И вот результат какой вышел, да? То есть конкурс Да. чем-то помог. Самая репрезентативная ситуация была вот у Димаша. Она самая такая яркая, ну, вот как вот говорил Жанибек. Здесь его воспринимали как должное. Ну, господи, ну, берешь 6 октав. Ну, классно же. Есть и есть. Есть, ну, блин, красавчик. Страны. Ну, вот Казахстан, Россия, Киргизия, Украина и неожиданно Турция. Россия – часть мира, причем очень большая такая часть. И у нас Россия стоит на 2-м месте, точнее, на 1-м месте по статистике нашего YouTube-канала. То есть Да. у нас больше зрителей с России, чем с Казахстана. Парадокс. Есть планы еще выйти на Азию. Вот наш продюсер постоянно работает сейчас над этим. Выйти вот именно на Азию. В планах есть. Стать аналогом, как бы, стать азиатским Ильдиво.